Всем привет! Меня зовут Татьяна Метинцева, и вы на моем канале о вязании. И мы с вами продолжаем вязать эту прекрасную, чудесную лошадку. Это уже третья часть. Ссылочки на предыдущие части найдете в описании под видео. Там же я оставлю ссылки на мой магазин Etsy и Instagram, где вы сможете приобрести схемы в PDF формате, если вам это нужно. Желаю вам прекрасного творческого настроения. Продолжаем вязать. Ставьте лайки, комментарии. Мне всегда очень приятно получать от вас обратную связь. Вот, добавила я наполнитель. И будем вязать дальше. А дальше у нас 49 ряд. Так, 49 ряд. Начинаем вязать. Вяжем в начале ряда 7 столбиков без накида. Один столбик провяжу и поставлю маркер. Дальше вяжем 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь берем ножку. Нам с ножкой нужно будет провязать 10 столбиков без накида. Каким образом мы берем ножку? В принципе, как хотим. Изнутри мы заходим в ножку. Мы будем пришивать только часть ножки. Не всю сразу, а только часть. Поэтому мы заходим изнутри в ножку. Теперь заходим в следующую петельку в тельце. Петельки не пропускайте. И провязываем столбик без накида. Всего нам 10 нужно провязать с ножкой. Заходим вот во вторую петельку в ножке. И в следующую в тельце провязываем второй столбик без накида с ножкой. Дальше. Таким образом провязываем третий. Четвертый, пятый, так, шесть, семь, 8, 9 и 10. Так, вытяну сейчас, покажу, что получилось. То есть, смотрите, вот так вот только по этой части ножки мы провязали вместе с тельцем, видите? Только эту часть ножки. Вот так вот это выглядит спереди. Угу. Вот так вот сверху. Провязано, здесь осталось еще. Вот так вот она у нас будет лежать. Такая вот красота. Видите? Вот так вот. Провязали. Теперь нам нужно провязать 2, это спинка получается, 2 столбика без накида, 1 прибавка. И так сделать 8 раз. То есть берем, заходим в следующую петельку сразу. То есть вот смотрим, куда мы в эту провязали, значит в эту заходим дальше, провязываем. 1 столбик без накида, 2 столбик без накида, и в следующую петельку делаем прибавку. Это 1 раз. Снова провязываем 2 столбика без накида и делаем прибавку в следующую петельку. Это 2 раз. Дальше вяжем 1 столбик без накида, 2 столбик без накида, делаем прибавку, это 3 раз.
Снова вяжем 2 столбика без накида. Прибавка — это 4-й раз. Снова 2 столбика без накида. Прибавка — это 5-й раз. 2 столбика без накида. Прибавка — это 6-й раз. 2 столбика без накида. Прибавка — это 7-й раз. 2 столбика без накида. Прибавка — это 8-й раз. Вот так по этой части мы сделали прибавочки. Теперь вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. До конца ряда у вас должно остаться 10 петелек. Вот смотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот нам эти 10 столбиков без накида нужно провязать с ножкой. Снова мы берем ножку и заходим в нее. Опять же, смотрите, мы ее вот так вот взяли, но провязывать будем только за эту часть. Поэтому заходим в ножку и в тельце провязываем 1 столбик без накида. В следующую петельку в ножке зашли и в тельце 2 столбик без накида. Все то же самое, как и с той ножкой. Мы провязываем 10 столбиков без накида с ножкой. Т4 уже. Так, куда я тут провязала? 5. Главное, петельки не пропускайте, чтобы у вас все потом сошлось как нужно. 6, 7, 8, 9 и 10 столбик без накида провязываем с ножкой, пока уберу. И покажу, что в итоге получилось. Вот так вот это выглядит. Угу. Вот так вот это выглядит. Красота. Вот у нас сверху вид. Видите, здесь у нас остались не провязанная часть. Вот такая вот красота должна у вас получиться. Теперь вяжем дальше. Я не буду, это вот только что у нас был 49 ряд. Дальше я эти ряды считать вот сейчас не буду, то, что мы будем вязать, потому что это будет неполноценный ряд. Мы свяжем только по вот этой вот части, немножко грудку здесь довяжем, чтобы нам ровненько потом перейти на вязание головы. Поэтому это будет как просто дополнительная часть, грудка. Вот здесь вот, смотрите. Вот эту часть мы сейчас свяжем, но мы ее учитывать в наши ряды не будем. То есть это не будет сейчас 50 ряд. Просто грудка. Так, нам нужно сделать 4 убавки подряд. Маркер пока уберу. Нам нужно сделать 4 убавки подряд. Вот, заходим. Сделала первую убавку, поставлю тут маркер. Это 1 убавка. Дальше делаю 2.
3 и 4. 4 мы делаем, смотрите, это вот здесь вот мы сделали, и следующую петельку мы хватаем в ручке. Угу. Ниточки сильно не расслабляйте, чтобы не было дырочек. Вот, сделали. Теперь нам нужно провязать 7 столбиков без накида. 1, 2, по ручке идем, видите? По вот этой вот части мы вяжем 7 столбиков без накида. 3, 4, 5, 6, 7. То есть видите, до какой степени? До середины ручки мы дошли, провязали вот эти вот 7 столбиков без накида. Теперь делаем воздушную петельку и разворачиваем вязание. Будем идти в обратном направлении. Вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь делаем 3 убавки. Убавки я вам тут советую делать, когда вы полностью заходите в одну петельку, хватаете ниточку, дальше вы заходите во вторую петельку, вытягиваете рабочую ниточку и 3 петельки на крючке провязываете за один раз. Это вот одна убавочка. Дальше таким же образом мы делаем вторую убавочку и третью убавочку. Смотрите, мы зашли вот здесь, вот получается, как в тельце еще, а следующую нам петелечку нужно схватить в ручке. Видите? И сделать вот так убавку, потому что мы здесь провязываем не по тельцу ходим, а именно вот от ручки к ручке. Убавочку сделали, теперь провязываем 7 столбиков без накида. 1. То есть вы поняли, вот здесь вот мы зашли в ручку, чтобы у нас было симметрично, как и на этой стороне мы с вами делали. 2. И снова идем по ручке уже вяжем. 3, 4, 5, 6, 7. Тоже дошли до ручки. Видите, как здесь до серединки ручки и здесь до серединки ручки. Сделали воздушную петельку, развернулись. Так, тут, кстати, нам этот маркер не нужен пока что. Развернулись и еще один рядочек нам вот сюда вот нужно сходить. Ну, не рядочек, а вот эту часть провязать. Видите, какая красота получается. Вот так вот. Нам нужно сделать сразу 3 убавочки. Можно тоже заходить полностью в одну петельку, зашли, вытянули рабочую ниточку, во вторую петельку зашли, вытянули рабочую ниточку и 3 петельки провязали за один раз. Это у нас одна убавка. Дальше зашли, сделали вторую убавку таким же образом. И таким же образом сделали третью убавку. Вот это мы по ручке сделали эти 3 убавки. Теперь нам нужно зайти в 4 петельки, сейчас покажу как, и провязать их как в одну. Ну, смотрите, показываю. Мы заходим в одну петельку, вытягиваем рабочую ниточку. Во вторую петельку, следующую зашли, вытянули рабочую ниточку. В третью петельку заходим, отсюда вытягиваем рабочую ниточку. И в четвертую петельку мы зашли, вытянули рабочую ниточку. То есть мы все петельки взяли, которые идут по грудке. У нас сейчас 1, 2, 3, 4, 5 петелек на крючке. Мы их провязываем за один раз. То есть берем рабочую ниточку и протягиваем их сквозь эти
все петельки. Вот таким образом. И здесь по этой ручке нам тоже нужно сделать 3 убавки, чтобы все было симметрично. То есть зашли в одну петельку, во вторую, сделали одну убавочку, зашли в следующие 2 петельки, сделали вторую убавочку, и еще в эти 2 петельки мы заходим и делаем 3-ю убавочку. Видите, сейчас вытяну вот так вот и покажу, что у нас тут получилось. Получилась у нас вот такая вот штука. Видите как? С этой стороны это выглядит вот так. И дальше мы будем вывязывать. Сейчас все покажу, все будет ясно и понятно. То есть вот так мы сейчас провязали. Теперь мы обрезаем ниточку. Никаких тут дополнительных столбиков мы не делали. Вытягиваем ее и вставляем эту ниточку в иголочку. И сейчас мы пришьем. Вот смотрите, если вот так вот взять наши 2 ручки, видите, у нас здесь вот такие выступы. Нам их нужно сложить одна к одной, вот таким образом, видите? Сейчас покажу, лучше настрою камеру и покажу. Так, смотрите, я сейчас ставлю ниточку в иголочку и показываю, что получилось. У нас получился вот такой вот, как V-образный такой вот воротничок. Видите? Вот то, что мы связали. Мы вот так вот друг к дружке прикладываем. И нам просто нужно вот это вот все сшить. То есть мы зашли здесь и здесь в крайние петелечки. Вот так вот. И соединили. Вот здесь и здесь зашли и соединили. Угу. То есть мы сшиваем именно вот эту вот часть. Видите, вот здесь вот сшиваем. Просто и легко, легко и просто. Вот такая вот красота будет. Угу. Смотрите. Кстати, если у вас тут остались какие-то дырочки, вы когда соединяли ножки, может что-то там, ниточки не очень хорошо подтянули, что-то пошло не так, то можете сейчас с помощью вот этой вот ниточки все себе подправить. Угу. Ну, в общем, здесь все красиво прошили. Угу. Вот такая вот красота, чтобы была. Выходим на обратную сторону. Здесь завяжем узелок. Просто, чтобы ниточки не вытянулись, никуда не делись. Завяжем узелок и всю эту ниточку оставим здесь внутри. И теперь мы будем вязать дальше. У нас теперь, видите, она же будет лежать. И теперь мы будем провязывать по вот этой вот части. То есть вот так вот мы будем ходить и вывязывать дальше голову. Смотрите, с этой стороны, что у нас получилось. Видите? Вот так вот у нас потом будет. Ну, когда появится голова, то будет все видно. Сейчас вот так вот это выглядит. Видите? Вот так вот. Так, дальше мы будем вывязывать голову. И будем вязать уже только по вот этой вот части, которая снаружи. То есть то, что у нас внутри осталось, мы уже не трогаем. Видите, что у нас осталось внутри? Вот так вот. Это мы не трогаем.
Будем дальше вязать, голову вывязывать. Нам нужно присоединить ниточку. Смотрите, где мы ее присоединяем. Так, смотрите, мы присоединяем, видите, где у нас шла ножка дальше. Вот мы в уголок в этом месте присоединим ниточку как раз на стыке вот этой грудки и ножки. Просто мы ее схватили и в следующую петельку нам вообще по грудке нужно провязать 6 столбиков без накида. Но у нас же тут четких петелек нет, тут мы с вами и сшивали, и вязали, там то убавки, то еще что-то, поэтому мы их с вами сейчас вывяжем. Вот сразу можете посмотреть, где у нас будут эти 6 столбиков без накида. Вот одна петелька, сразу мы сюда пойдем 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Видите, вот по грудке у нас должно будет провязано 6 петелек. Примерно посмотрели и начинаем вывязывать. Вот первый столбик без накида провязали. Вот эту ниточку, кстати, можно связать вот с тем хвостиком, что у нас остался после пришивания. Сейчас свяжем узелок, завяжем. Ниточки хорошо подтянули, узелок завязали и оставили внутри эти две ниточки. Наш первый столбик провязанный пометим маркером. Это у нас начало ряда будет. Один столбик без накида мы провязали. В следующую петельку делаем второй столбик без накида. Ищем следующую петельку, куда можно провязать третий столбик без накида. Четвертый, то есть нам нужно по грудке вывязать эти 6 столбиков без накида. Вот пятый сюда провязываем и шестой, то есть опять же мы дошли до ножки следующей. Видите, 6 столбиков без накида. Так, а ну-ка, 6 столбиков без накида по грудке провязали. Теперь нам нужно по ножке сделать 3 убавки. Смотрите, вот сразу посмотрите, есть у нас тут эти 6 петелек. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. Видите, четко 6 петелек по ножке. Вот мы сделаем 3 убавки. Но опять же, чтобы у нас не было здесь дырочек, потому что если мы зайдем в эту петельку, видите, у нас здесь останется дырочка. И точно так же здесь у нас потом останется дырочка. Вот чтобы этих дырочек не было. Только вот в этих уголках, это то же самое, как мы с вами здесь соединяли ножки и делали там дополнительный такой вот стежочек, чтобы не было дырочки. То есть нам здесь вообще нужно сделать сейчас убавку, но мы не заходим сразу в эту петельку, а чтобы не было дырочки, мы зайдем в уголок, прям четенько в уголок заходим, вытягиваем рабочую ниточку. Сейчас у нас 2 петельки на крючке. А теперь уже заходим в следующие 2 петельки. То есть это у нас на ножке уже. Тоже мы полностью в них заходим. Достаем ниточку рабочую. И в следующую петельку заходим. Тоже достаем ниточку рабочую. У нас 4 петельки на крючке. Провязываем за один раз. Вот таким образом мы сделали первую убавку на ручке. И у нас здесь не будет дырочки. Дальше делаем вторую убавку на ручке, тоже заходим полностью в петельку, вытянули ниточку, полностью заходим в следующую петельку, вытянули рабочую ниточку и провязали убавочку. Это вторая убавочка. И третью убавочку тоже провязываем таким же образом, просто зашли в одну петельку, во вторую петельку, рабочую ниточку вытянули и провязали за один раз. Вот 3 убавки по ручке мы провязали. Теперь нам нужно провязать 3 убавки по спинке. Вот у нас начинается следующая петелька в спинке. Видите, она что же далеко. И чтобы у нас здесь с вами не было дырочки, мы тоже зайдем только вот в этом уголочке. Сначала просто в уголок вытянем рабочую ниточку. А теперь уже будем заходить, просто делаем убавочку. Вот в первую петельку зашли, ниточку вытянули. Во вторую петельку зашли, ниточку вытянули, 4 петельки на крючке провязали за один раз. Это мы сделали убавочку первую по спиночке, еще 2 нам нужно сделать. Тут мы уже просто заходим в следующую петельку, вытягиваем рабочую ниточку.
В следующую петельку заходим, вытягиваем рабочую ниточку, провязываем убавочку. Это у нас вторая убавка. И таким же образом провязываем третью убавку. Вот мы провязали с вами в этом ряду 6 столбиков без накида по грудке, 3 убавки по ручке и 3 убавки в районе спинки. Теперь нам нужно провязать 23 столбика без накида до того места, где мы снова сделаем здесь симметрично этой части 3 убавочки по спинке и 3 убавочки по ручке. То есть сейчас просто провязываем по спинке 23 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Провязали. Теперь делаем 3 убавки по спинке. Снова, как и на той стороне, мы заходим полностью в петельку в одну, вытащили рабочую ниточку, в следующую петельку зашли, вытащили рабочую ниточку, провязали убавочку. Это у нас первая убавка. Дальше мы заходим в 2 петелечки, провязываем вторую убавку. И третью убавку, помните, будем делать не просто вот так вот заходим в одну петельку и во вторую петельку. То есть так мы зашли, но мы еще и схватим в уголочек вот на ручке, чтобы у нас потом не было дырочки. То есть сейчас у нас в третьей убавке 4 петелечки на крючке мы провязываем за один раз. То есть мы снова сделали, чтобы у нас не было дырочки. И здесь у нас остается, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6 петелек, видите, до конца ряда. Мы тоже сделаем убавочки, но вот здесь, вот чтобы не было дырочки, в третьей убавочке снова провернем наш этот трюк, чтобы все было хорошо без дырочек. То есть мы вот по ручке должны тоже сделать сейчас 3 убавочки. Зашли полностью в первую петельку, вытащили рабочую ниточку, полностью зашли во вторую петельку, вытащили рабочую ниточку, провязали убавку. Это 1. Дальше таким же образом провязываем вторую убавку по ручке. И третью убавку. То есть, видите, у нас все четко. Мы до конца ручки заходим, но чтобы потом не было у нас здесь дырочки, мы и в уголок еще зайдем, тоже вытащим рабочую ниточку и 4 петелечки провяжем за один раз. То есть вот такая вот красота у нас сейчас с вами получилась. Все четко. Это мы с вами связали, получается, 50-й ряд. То есть вот этот ряд мы уже посчитали, что это 50-й ряд был. И теперь все сложное уже позади. Дальше будет легко и просто. Мы просто будем вязать уже как обычно, без всяких заморочек. Здесь я тоже надеюсь, что я все вам хорошо объяснила, и у вас не возникнет никаких сложностей. Вот так вот дальше мы будем вязать. А сейчас это выглядит вот так. Угу. Вот так вот уже будет у нас дальше вывязываться игрушка. Дальше у нас идет 51 ряд. Будем вязать 7 столбиков без накида в начале ряда. Так, заходим, провязываем первый столбик без накида. И ставим маркер. Дальше вяжем
2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь нам нужно сделать 3 убавки. Здесь убавки вы уже можете делать как хотите. Либо заходить полностью в петельки, либо брать только за передние стеночки. Я же буду брать просто за передние стеночки. Тут хорошо петельки видно, не потеряемся. То есть вот делаем 3 убавки подряд. 2, 3. Теперь вяжем 22 столбика без накида по спинке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22. Провязали. Теперь нам нужно сделать 3 убавки как раз до конца ряда. Вот считаем, у нас должно остаться 6 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Если у вас точно так же, значит все хорошо, все четенько вы вяжете. Делаем 3 убавки подряд. 1, 2, 3, 4. Этот ряд мы провязали. Сейчас покажу, что у нас получается. Посмотрите, какая красота. Видите? Потом, когда будем добавлять наполнитель, хорошо здесь и в ножки еще добавляйте, чтобы они у вас тут были в этом месте плотненько так. Так, дальше у нас идет 52 ряд. А в 52 ряду мы будем вязать 4 столбика без накида, 1 прибавка и так до конца ряда. 7 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 42 столбика без накида. То есть просто вяжем целый ряд, 4 столбика без накида, 1 прибавка. Уже вывязываем голову, вот это вот расширение делаем, видите? Вот это вот расширение на голове вяжем. Так, это я провязала. Видите, мы начинаем поднимать голову. Вот так вот сейчас у нас выглядит вязание. Здесь вот таким образом. Угу. Тут пошла грудочка и поднимаем голову вверх. Следующий ряд у нас 53, вяжем 5 столбиков без накида, 1 прибавка. И так до конца ряда 7 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 49 столбиков без накида. Уже можно добавлять наполнитель. Хорошо сюда и в ножки добавляйте, и здесь спиночку формируйте. Но не сильно плотно, чтобы все равно игрушка оставалась мягкой. Так, это я провязала. Вот так вот сейчас выглядит вязание. Еще наполнитель я не добавила, поэтому оно все такое сморщенное. Дальше у нас идет 54 ряд, вяжем 6 столбиков без накида, 1 прибавка. И так до конца ряда. 7 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 56 столбиков без накида. Это я провязала.
Видите? Вот так вот уже у нас выглядит вязание. Дальше идет 55 ряд. Будем вязать 8 прибавок подряд. Обратите внимание, что прибавочки у нас сейчас будут вот именно в этой вот передней части, где у нас грудь. Здесь делаем 8 прибавок подряд. Петельки не пропускайте, и все будет прекрасно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот мы сделали 8 прибавок подряд. То есть, видите, у нас они в этой части. Вот здесь у вас ручки и вот здесь вот прибавочки. Теперь довязываем до конца ряда 48 столбиков без накида. Так, это я провязала. Дальше у нас идет 56 ряд. Вяжем 7 столбиков без накида, 1 прибавка, и так делаем 2 раза. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Делаем прибавку, это 1 раз. Дальше вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Делаем прибавку, это 2 раз. Видите, мы сделали вот по этой части снова, по нижней. Эти 7 столбиков без накида, 1 прибавка, 2 раза. Теперь вяжем 47 столбиков без накида и прибавочку в последнюю петельку в конце ряда. То есть провязываем 47 столбиков без накида, 1 прибавка. И этот ряд у нас закончится. Таким образом, у нас в ряду в этом получится 67 столбиков без накида. И затем следующий ряд, 57, нужно будет провязать просто 67 столбиков без накида. То есть довязываем этот ряд и вяжем следующий самостоятельно. Так, это я провязала. Видите, вот такая вот уже красота у нас вырисовывается. Следующий ряд. Сейчас с этой стороны покажу. Класс. Продолжим вязать в следующей части. Ссылочки на все части найдете в описании под видео.